Жена с дочкой еще спали. Я аккуратно закрыл за собой дверь и торопливо спустился по лестнице. Опаздывать было нельзя, ведь я теперь директор собственной фирмы, должен соответствовать. Выйдя во двор, я уже собирался сесть в машину, но в этот момент заметил соседского мальчика, который с самого утра уже был во дворе. «Иди отсюда! Убирайся!» — кричал он на маленького лохматого щенка, который, положив возле его ног палочку, смотрел своими большими влажными глазами, наполненными любовью к этому маленькому человеку. «Отстань!» — сказал. Снова грозно закричал Гришка, замахнувшись на надоедливого щенка. Тот отскочил в сторону, все так же с надеждой, глядя на мальчика. «Ты чего на него так грозно ругаешься?» — спросил я, позабыв о своей машине и направившись к нему. «Смотри, как он тебя любит, а ты?» Я присел на лавочку рядом с Гришкой. «А чего он, надув губы?» — ответил мальчик. «Не нужен он мне, дворняжка несчастная. Мне родители на день рождения породистого купят, не то что этот». Щенок, как будто поняв, что человек им недоволен, заворчал и лег, вытянув лапы вперед и положив на них свою мордочку породистого. «Говоришь?» Я горько ухмыльнулся, вспомнив себя в детстве. «Породистый — это хорошо. Да только уверен ли ты, что он тебя так же любить будет? Смотри, вон дождик на него капает, а он лежит и ждет, когда ты на него сердиться перестанешь». Мальчишка нахмурился, не находя что ответить, а потом, немного подумав, добавил: «Пацаны говорят, что он беспородный, с такими только неудачники ходят. Знаешь, а ведь я в детстве так же, как ты, думал». По расширенным от удивления глазам я понял, что мой ответ Гришку заинтересовал. Мы тогда в деревне жили, знаешь, там много всякой живности. И вот однажды ко мне такой же щенок прибился. Выбрал меня хозяином, вот прям как он тебя сейчас. Кивком головы я указал на щенка, лежащего под мелким дождиком и послушно ожидающего своей участи. «И знаешь, что?» «Что?» — нетерпеливо спросил Гришка. «А я его предал как?» Лицо мальчишки вытянулось от удивления. «А вот так. До сих пор себе этого простить не могу», — признался я мальчику. «Как сейчас помню, мы с ним целыми днями напролет играли. И умный он такой был, все команды осваивал. Мальчишки мне даже завидовали одно время, но потом вот». «Ну что?» — подгонял меня Гришка своими вопросами, усевшись рядом на лавочку. «А потом одному мальчишке из нашей компании породистого щенка купили. У него даже и паспорт свой был, представляешь?» Гришка, глядя прямо мне в лицо, соглашаясь, кивнул головой. Так вот, все сразу за ним бегать стали, нахваливать, завидовать, а на моего щенка больше никто и внимания не обращал, какие бы он команды ни выполнял. И даже посмеиваться начали. «Дворняжка», говорили, «беспородный», как ты выразился. Я улыбнулся, взглянув на Гришку. Он уже ничего не возражал и не спрашивал, а молча слушал мой рассказ и думал о чем-то своем. И вот однажды собрались мы всей компанией на поляне за деревней, играли, бегали, дурачились, как обычно. И тут Димка со своим породистым щенком пришел. Все опять его начали наглаживать и восхищаться, какой он красивый, умный, дорогой. Обидно мне стало, что все внимание ему. Вот я и сказал пацанам: «Смотрите, а мой новые команды выучил». А те давай смеяться, говорить, что моя дворняжка может только тявкать и блох разводить. А тут еще Лешка взял засохшую коровью лепешку и вместо палочки кинул моему Рексу, а тот и рад подумал, что снова с ним поиграть захотели. Подпрыгнул и поймал, будто палку ему кинули. Да так старался, что проглотил кусочек, как начали пацаны смеяться над ним. «Фу», — говорят, — «да у тебя щенок коровьими лепешками питается, значит, и ты такой же». Потрунивать надо мной начали. Обидно мне до слез стало. Разозлился я и кричу: «Да пошли вы!» И домой зашагал, а Рекс мой за мной побежал, не поняв, что происходит. «И ты, — говорю, — иди отсюда, не нужен мне такой пес, дворняжка несчастная». И, развернувшись, чтобы отогнать его от себя, со всего маха пнул его. Рекс аж подлетел, перевернулся в воздухе и на бок упал. А пацаны вновь смеяться начали, пальцами на нас показывая. А я до сих пор глаза этого щенка помню, как он смотрел на меня. Клянусь, он плакал тогда, но не от боли, а от понимания, что он больше мне не нужен. Глаза его были грустные, большие и влажные. Вот, совсем как у твоего сейчас. Гришка посмотрел на меня, поджав губы. И что дальше было? А дальше всю ночь буря бушевала, дождь лил, а ветер ветки ломал, а мой маленький Рекс неизвестно где находился в такую погоду. Я всю ночь тогда не спал, проклинал себя за то, что прогнал беспомощного щенка. А ведь он меня так любил, пацанов ругал за то, что смеялись и дразнили. А потом, как только рассвело, я быстренько штаны натянул и, пока родители не видят, побежал на улицу искать друга своего, беспородного.
«И что, нашел с надеждой?» – спросил Гришка. «Нашел, да только поздно уже было, когда я пришел на нашу поляну, он так там и лежал, прямо в луже, и не дышал совсем». «Почему не дышал?» – всхлипывая, спросил Гришка. «Он умер», – подтвердил я, взглянув на Гришку, не обращая внимания на его слезы. Я его гладил тогда, просил прощения, гладил и рыдал над ним. Да только он мне уже ничего не ответил, не лизнул меня в нос, как он это обычно делал, не вилял своим хвостиком и не заглядывал в глаза. «И знаешь, что?» «Что, вытирая слезы?» – переспросил Гришка. «Мне кажется, что он не от ветра или дождя умер, а от того, что я его предал». На этих словах я и сам почувствовал, как тяжелый комок подкатил к горлу. Забавно, подумал я, 40-летний мужик, глава фирмы, весь из себя такой важный, разрыдается сейчас на лавочке из-за детских воспоминаний. Выдавив из себя улыбку, я потрепал Гришку по волосам. Так что, брат, не повторяй моих ошибок. Друзей ведь не из-за породы выбирают, а по зову сердца. Мальчишка соскочил с лавочки и, схватив щенка на руки, прижал к груди. «Я его никогда не предам», — решительно заявил он. «Все еще с мокрыми от слез глазами он моим лучшим другом будет», — сообщил он и отправился в свой подъезд. А я улыбнулся. «Хороший пацан», — подумал я. Не зря я на него время потратил. Взглянул на часы. Уже почти 9 опоздал. Хороший же я пример подаю своим сотрудникам. Но ничего, это того стоило. Ведь есть в нашей жизни вещи куда важнее карьеры и бизнеса. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.